Недавно в Нижнем Новгороде 4-я по счету коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт тренеру Николаю Кукушкину, который в мае 2021 года, отбиваясь от 8 нетрезвых людей, 7 из которых были сотрудниками Росгвардии, нанес смертельное ранение одному из них. Прокуратура настаивает на отмене оправдательного приговора. Это уже 5-я попытка посадить за решетку оправданного человека. И один из самых громких процессов современной России. Сегодня поговорим не только о конкретном деле и особенностях российского судопроизводства, но и о том, что имеет непосредственное отношение и к путинской политике в целом. Какую модель развития предлагает выстроенная Путиным система? И почему многие готовы отбиваться от нее любыми доступными средствами? Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании есть актуальный гайд о том, как обойти российские блокировки интернета, в том числе и бесплатно. Гайд подготовила наша команда, а спонсирует эту работу МКарт, сервис, который позволяет легко расплачиваться за границей виртуальной картой и пополнять ее через СБП. Насколько мы знаем из многочисленных публикаций в СМИ, 16 мая 2021 года в Нижнем Новгороде к 2 девушкам пристали на улице 8 пьяных мужчин. 7 из них были сотрудниками Росгвардии не при исполнении, одеты были по гражданке. Вскоре к ним подошли Николай Кукушкин и Григорий Артеменко, которые незадолго до этого отлучились за едой. Одна из девушек была женой Кукушкина, другая – подругой Артеменко. Росгвардейцы попытались силой увести девушек. Началась драка. Артеменко был жестоко избит, получил тяжелые травмы, когда его, лежачего на земле, били ногами. Кукушкин же мастер спорта по рукопашному бою, и он смог отбиться. Он достал швейцарский нож-мультитул и нанес ранение 3 нападавшим. Один из росгвардейцев впоследствии скончался. Сыграли роль и ковид, и неадекватное состояние товарищей раненого. Они повезли его в больницу, которая была закрыта на карантин, и потеряли на этом слишком много времени. Я вовсе не желал кому-либо смерти, но в камере СИЗО, 1000 раз прокручивая в голове эту ситуацию, я понимал, что у меня тогда не было другого выбора. Тут стоял вопрос здоровья и жизни моей жены, моих друзей, будущего нашей дочери. На видеозаписи видно, что мы все время пятимся назад под натиском толпы. Другу вообще с 4 сторон прилетало, он даже сообразить ничего не успел. Ему встать не давали. Я сожалею, что мой удар пришелся в область груди, но в этой куче я не целился в какие-то жизненно важные органы. В таких случаях, когда случалась потасовка со смертельным исходом, как правило, полагаться только на публикации в СМИ не стоит, так как материалы уголовного дела могут радикально отличаться от того, что написали журналисты. Однако в случае с Кукушкиным есть факт, который невозможно обойти никак. Это оправдательный вердикт суда. В мае 2021 года Кукушкин добровольно сдался властям и осенью 2022 был, наконец, оправдан судом присяжных. А перед этим 1,5 года провел в следственном изоляторе. Участвовавшие в драке росгвардейцы были отправлены воевать в Украину, что сильно затянуло судебный процесс. Любопытно, что на параллельном судебном процессе росгвардейцы сами получили условные сроки, ровно за ту же самую драку. А единственный гражданский из числа нападавших вообще сел за разбойное нападение, которое совершил уже после той драки. Но эти обстоятельства никак не сдерживают силовиков в их намерении додавить Кукушкина и отправить его, наконец, в колонию, отбывать реальный срок. В Раде государств оправдательный вердикт присяжных заседателей отменить вообще невозможно никак. Даже в тех случаях, когда по всем формальным признакам подсудимый нарушил закон, даже в такой ситуации решение представителей народа превыше писанного закона. Такой вердикт называется нуллифицирующим. В нем отражен принцип народовластия. Гражданское общество в лице своих представителей может решить, что какой-то закон несправедлив или несовершенен. В конкретной ситуации он противоречит общественным интересам и потому не должен быть применен. В России же доля отмененных оправдательных решений судов присяжных приближается к 100%. Конкретно в Нижегородской области за последние 3 года она составила ровно 100%. Абсолютно все, кого присяжные назвали невиновными, были подвергнуты новым преследованиям. Так случилось и с Кукушкиным. Сразу же после оправдания ему назначили подписку о невыезде, а дело пошло на 2-й круг. Была собрана 2-я коллегия присяжных. Она тоже решила оправдать подсудимого, но не смогла. Ее распустили и назначили 3-ю. В 3-й коллегии
В роли старшины присяжных оказался сын высокопоставленной нижегородской прокурорши, из-за чего произошел отдельный скандал. Сын зачем-то стал хвастаться перед знакомой девушкой, что его специально внедрили в коллегию, чтобы он повлиял на присяжных и продавил оправдательный вердикт. Девушка же такого не оценила, записала разговор и обнародовала его. Ну, когда тебе мама об этом рассказала, тебе не было его жалко? Было. Мне и сейчас жалко. Я и прокурорам это сказал. А почему ты идешь за обвинение? Потому что судебная система нашей стране не предполагает оправдательных приговоров по статье, по которой он идет. Нет, подожди, ты в этой системе присяжный. Почему ты идешь за то, чтобы его обвинить? Потому что мне сказали, что я буду присяжным, чтобы сделать вот это. Тебе сказала Всё. мама? Да. А суд в курсе? Ну, я думаю, что да, потому что у меня мама здесь тоже раньше работала. Наказание никто не понес, но третью коллегию распустили тоже и назначили четвертую. Она и оправдала Николая Кукушкина летом нынешнего года. Однако прокуратура заявила, что добьется отмены и отправит дело на 5-й круг. Дело Кукушкина стало одним из поводов для круглого стола в Нижегородской адвокатской палате. Там общественности были представлены, если можно так выразиться, настоящие шедевры репрессивного творчества. Самый яркий пример – отмена оправдательного приговора из-за Уинстона Черчилля. Сейчас об этом вам расскажу после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. За год скачивание приложений VPN-сервисов выросло аж в 14 раз. Каждый месяц миллионы людей устанавливают себе средства обхода блокировок, а посещаемость платформ, которые работу VPN блокируют, снижается заметно. Но ограничения становятся все более продвинутыми и, кроме того, отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня важно иметь подписку на такой VPN-сервис, который умеет противостоять разным типам блокировок, а лучше иметь в своем арсенале хотя бы 2 таких. Пока атакуют один, другой будет нормально функционировать. Например, поставьте себе Blank VPN. Он уже 8 лет работает на российском рынке. Мало какой VPN может таким похвастаться. И за эти 8 лет Blank VPN наработал огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Один клик в приложении, и вам станут доступны как привычные сервисы, так и большинство российских приложений, без необходимости отключать VPN. У Blank VPN доступно раздельное туннелирование. Есть 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду. Заботливая поддержка, приложения для iOS, macOS и Android, отсутствуют логи и журналы данных. А еще действует полный безлимит на трафик и количество устройств. Сможете подключить к подписке и маму, и папу, и бабушку, чтобы не покупать VPN каждому отдельно. У сервиса также есть безрисковый период в 30 дней. Вы можете за это время проверить, как он работает, и если вас не устроит, вернуть деньги. А проверить вы можете прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду КАЦ действует скидка до 66%. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду. К ним уже применен промокод. Продолжим. Если вы хоть раз смотрели судебную драму, то знаете, что в суде присяжных от адвоката требуется не только знание законов и процессуальных норм, но и красноречие. Так вот, в Нижегородской области адвокат в ходе процесса воспроизвел афоризм, который приписывают Черчиллю. Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны. Это и стало поводом для дальнейшей отмены оправдательного приговора. Адвокат, мол, должен был разъяснить присяжным, что, цитирую, «Уинстон Черчилль никогда не жил в России, не является гражданином Российской Федерации, а его цитата отражает законы и обычаи Англии». Раз адвокат этого не разъяснил, он ввел коллегию в заблуждение и нарушил права гособвинения на равные условия состязательного процесса. Другой пример, озвученный на круглом столе. У одной из присяжных заседательниц муж получил штраф за превышение скорости. Не сама присяжная и не убила кого-то в процессе, а муж превысил скорость. Но этого хватило, чтобы оправдательный приговор отменить. Ну, не может быть, чтобы все оправдательные приговоры отменялись, все. Причем выискиваются поводы для отмены порой, которые носят неразумно. При прочих равных условиях обвинительный приговор не будет отменен, а оправдательный будет. У нас было 4 оправдательных вердикта, и все были отменены, и на 5-й был обвинительный вердикт, и определено было в 12 лет лишения свободы. Вот так. То же самое творится, что и в Нижегородской области. Это объяснено только одним.
судебные инстанции всячески противятся и препятствуют суду присяжных. Перед войной на сайте вполне себе провластной Russia Today вышла статья с заголовком «Отменяют почти 90% решений. Почему оправданных присяжными судят по несколько раз?» Автор отметила, если взять все судебные процессы в совокупности, доля оправдательных приговоров по состоянию на 2020 год составляла 0,34%. Этот чудовищный показатель традиционно оправдывают одним и тем же аргументом. Якобы в России система устроена так, что уголовные дела против невиновных людей всегда разваливаются на этапе расследования и просто не доходят до суда. Органы не ошибаются. Однако аргумент этот полностью опровергается Институтом судов присяжных. В 2020 году, если процесс шел с участием присяжных заседателей, то в областных судах оправдательный приговор выносился в 65 раз чаще, почти в 22% дел. А в районных судах в 88 раз чаще, почти в 30% дел. Популярная отмазка, будто невиновные не оказываются в российском суде, потому их и не оправдывают, не выдерживает никакой критики. Стоит только ввести в уравнение суд присяжных, и оказывается вдруг, что в среднем невиновен каждый четвертый подсудимый. Неудивительно, что концепт народного суда, важнейшего инструмента прямой демократии, для путинской системы как гвоздь в ботинке. Потому сфера применения суда присяжных сведена к абсолютному мизеру. Он может рассматривать лишь около 30 составов преступлений. В Российской империи присяжным были подсудны более 400 составов, а в США присяжные могут рассматривать любые уголовные преступления и некоторые гражданские дела. Недавно около 1 миллиона просмотров набрало интервью с федеральным судьей в отставке Сергеем Пашиным. Он обратил внимание, что в современной России доля судебных процессов с участием присяжных лишь 1 из 500. То есть примерно 1000 из 500 тысяч каждый год. К слову, Пашин настаивает, что если государство придумывает какие-то новые статьи Уголовного кодекса, то у подсудимого априори должно быть право на суд присяжных, чтобы гражданское общество могло показать, что то или иное уголовное новшество оно считает несправедливым, используя уже упомянутую нулификацию. Я все время и говорю, что плоды бешеного принтера надо поверять в суде присяжных. Вот мы говорим там о всеобщей поддержке мудрой политики нашего государства, но хорошо бы в этом убедиться. Вот, скажем, эти дела о фейках про армию, там, об отрицании приговора Нюрнбергского трибунала. Лайки, репосты. Репосты всякие. Вот дайте суду присяжных. Или там кто-то не ту пьесу поставил, 6 лет за это получил. Или переклеил ярлычки в универмаге какие-то. Господи, ну дайте присяжным. Чего присяжные скажут? Если поддержат, ну тогда что же? Но я вот думаю, что вряд ли поддержат. И скажут, наверное, государству: слушайте, вы коррупцию победили уже, да? У вас уже не убивают? У вас в полиции не пытают? У вас судьи не берут взяток? Ну вы этим займитесь. А что вы несчастных женщин тягаете к ответственности и даете им 40 как убийцам? Вообще там отличное интервью с отставным федеральным судьей. Советую посмотреть целиком. Но вернемся к статье в Russia Today из 2021 года. Мало того, что суд присяжных применяется в редчайших случаях, но даже в этих редчайших случаях 87,8% оправдательных приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных, потом отменялись. Статья описывает ситуации, когда заново судили 3 или даже 4 оправданного человека. Мимоходом упомянута некая студентка из Самары, которую 2 оправдали по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере, но с 3-й попытки ее посадили на 8 лет. Эту девушку зовут Елизавета Кенишева. На момент вынесения последнего приговора ей было 22. Статья Russia Today написана в еще очень травоядные по нынешним меркам времена. Но и там описан печальный курьез, когда решение суда присяжных было отменено из-за цитат. Защитник привел афоризм известного российского адвоката Генри Резника: «Правосудие – слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее юристам». Произнесение данной цитаты сочли незаконным воздействием на присяжных, и оправдательный приговор отменили. Также незаконным воздействием априори считается заявление о пытках.
По нынешним правилам подсудимый в принципе не имеет права сообщить присяжным, что его пытали. Так было еще до войны, норма действует и по сей день. Ну как же так? Присяжные услышат о пытках и оправдывают. Они верят, что пытали. Верховный суд кинулся тушить пожар. Верховный суд объяснил, надо запрещать подсудимому говорить о пытках. А если он сказал и его оправдали, отменять приговор оправдательный. И отменяют его по нескольку раз. На Западе, нам они не указ, конечно, но на Западе, если постановлен присяжными оправдательный приговор, прокурор не может жаловаться. А у нас, пожалуйста, по нескольку раз отменяют оправдание. С 23 года Госдума, тогдашний глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и лично Владимир Путин бодро отчитываются о внедрении российской судебной системы в так называемых новых регионах. Преподносят этот процесс как явление сугубо позитивное, как пример развития, будто на новых территориях как-то появилась теперь цивилизация. Но судебные процессы, вроде дела Кукушкина, повод задуматься, что ж за цивилизация такая туда пришла, и что хорошего в том, что она стремится расширить свои границы. Если бы сейчас были мирные времена, мы бы подробнее углубились в тонкости российских процессуальных норм и правоприменительной практики. Ведь тема — это неиссякаемый источник юридических коллизий. В духе «было бы смешно, если бы не было так грустно». Но время сейчас не мирное. 5-й год идет полномасштабная война, и каждое событие внутри России так или иначе вписано в эту рамку. Путинское государство заявляет большие экстерриториальные претензии. Пытается кого-то удержать в сфере своего влияния, к кому-то прийти с автоматами и танками. И в том и в другом случае неизбежен вопрос, который за скобки не вынесешь. Что именно путинская система предлагает одним и стремится принести на штыках другим? В речах из телевизора и в разговорах на кухнях регулярно появляется фраза «они должны быть с нами». Фраза эта уже стала штампом. Украина, мол, должна быть с нами, Армения должна быть с нами и так далее. Да вот только непонятно, а зачем это им? В чем привлекательность путинской модели существования в сравнении с любой другой? Сегодня, какую сферу ни возьми, от средств коммуникации до юриспруденции, путинская модель предлагает людям бесправие, подчинение произволу и отсутствие возможностей отстоять свои насущные интересы. В России сейчас осталось крайне мало вещей, которые могли бы привлечь соседей. Но есть и много такого, от чего соседи готовы отбиваться. Дипломатически, политически, а то и с оружием в руках до последнего патрона. Еще 12 лет назад был проведен натурный эксперимент, когда от Украины были отторгнуты 2 областных центра – Донецк и Луганск и их окрестности. Путинская автократия была еще сравнительно молодой и способной на имиджевые проекты вроде зимней Олимпиады в Сочи. Завоевав куски чужой территории, она могла бы показать, что в местах, куда пришла Россия, дышится свободней и живется безопасней. Но продемонстрировано было другое. На этой территории царило бесправие, беззаконие и беспредел уровня беднейших африканских стран. Случались эпизоды и случаи, когда ополченцы с оружием в руках просто банально грабили людей, а хуже всего, когда убивали. В Востоке, я об этом всегда с прискорбием вспоминаю, были такие прецеденты, когда вот в частности из-за какого-то несчастного Ланоса всех пассажиров, которые и водитель, которые были в машине, 3 человек, вывели ополченцы же, которые вроде бы как мне подчинялись, поставили на колени в какой-то лесополосе и расстреляли. Да, то есть такие случаи, они тоже имеют место, и таких случаев предостаточно. Я сейчас не увожу разговор в сторону. Я согласна. Мне Захарченко тоже при разговоре показал огромную стопку бумаг, которые он сказал, вот это все твои россияне, и все они убили, грабили, насиловали. Это, если что, было интервью 2017 года с полевым командиром Александром Ходаковским. Сейчас он замначальника Донецкой Росгвардии. Сегодня в каждом захваченном городе, если от него вообще хоть что-то осталось, у людей главные заботы такие. Не оказаться на подвале, не потерять права на жилье и имущество. И ведь теряют массово. Записывают обращение за обращением. Мы их иногда показываем, но толку от этого никакого. Так как де-факто нет такой инстанции, в которую можно было бы обратиться за помощью и защитой. Если даже какой-то город и уцелел, и сохранил внешние атрибуты цивилизации, стены домов и стекла в оконных рамах,
все равно отсутствуют институты и структуры цивилизованного общества. Территории, завоеванные в 2014 году и после 22-го, это доведенный до крайности пример путинской модели. Земли эти были захвачены вооруженным путем. Прошлая система управления уничтожена полностью, и новая власть разгулялась там без оглядки на какие бы то ни было нормы. В России, если рассматривать ее в международно признанных границах, за исключением отдельных медвежьих углов, по-прежнему принято блюсти определенные приличия. Но направление движения давно определено. Задача поставлена – устранить любую преграду между гражданином и системой, решившей гражданина сожрать. Сейчас немного смешно об этом вспоминать, но не так давно, не в прошлую историческую эру, а при том же самом Путине, резонанс могла вызвать какая-нибудь статья на сайте «Эхо Москвы» с 20 тысячами просмотров. Системе приходилось разжимать челюсти, делать шаг назад, произносить ритуальные фразы, мол, переборщили, не доглядели. Теперь иначе. За делом тренера Николая Кукушкина следят несколько миллионов людей. На одном только YouTube-канале «Новости Нижнего Новгорода» серию репортажей про Кукушкина суммарно посмотрели более 7 миллионов. Еще несколько миллионов прочитали о ней на сайте Пикабу. Но просмотры и скандалы вокруг этого дела не конвертируются в политическое решение – отпустить, назвать все перегибами на местах и пообещать разобраться. На нынешней эволюционной стадии путинская модель в тактических отступлениях не нуждается. Как там сказал сын прокурорши на видеозаписи? Выразился он просто и незамысловато. Судебная система, говорит, в нашей стране не предполагает оправдательных приговоров по этой статье. А присяжные, неприсяжные, добавляю я уже от себя, это ерунда какая-то. Почти. Слова эти относятся к конкретному делу, и человек, который их произнес, вряд ли задумывался о высоких материях. Однако эта фраза касается не только нижегородского тренера. В ней заключается часть так называемого цивилизационного предложения. При каком устройстве общества предлагает жить Путин? Предложение это транслируется и внутри страны, и вовне, и вызывает лишь желание дистанцироваться или отбиваться. Правда, есть в той видеозаписи еще один фрагмент. Он про обвинителя, который волнуется перед заседанием, потому что боится выступать перед зрителями, пришедшими смотреть суд. Важно понимать, что система, перемалывающая граждан, сама состоит из людей, зачастую весьма боязливых, если не сказать трусливых. Системой этой можно пободаться, и возможности такие скоро возникнут. До завтра. Мне похеру, это не мое дело. Мне сказали, что надо сделать, и все. Что там, какие детали? Ну, зачем мне сейчас вникать? Зачем, я переживательный сам по себе человек. Его 5 лет, представляешь, 5 лет ты находишься в состоянии, что тебя могут закрыть, на 6 лет. Но ты вроде как не виноват. Вот. Соответственно, представь нервная составляющая этого чувака. Почему, если ты переживательный, ты туда пошел? Просто потому что... Да потому что нужно, сказали, да, надо сделать, и все. Ко мне еще раз приехали, показали, объяснили, прокуратура. Причем девушка, которая прокурор, которая, читает обвинения, все. И я еще, на первом заседании обратил внимание, и маме начал рассказывать. Я говорю, вот девушка, волнуется, что ли, перед толпой говорить. Она, да нет, вроде самая такая адекватная из нас, да, волнуется выступать. А ты как, говорит, это понял? Я говорю, да как у нее руки вот так вот, А почему так? боязнь. Почему боязнь?